Этот фильм о лживом агрессивном мире, доставшемся молодому поколению в наследство от их родителей. Лицемерным, тупым старпёрам смотреть запрещается. На календаре 21 век. Кто это сказал? Это режиссер фильма. Иди в жопу, режиссер, мы без тебя справимся. Ну, поехали. На календаре 21 век. Мы делаем сложнейшие операции на сердце, летаем в космос, строим орбитальные станции и авиалайнеры, но никак не можем построить бесконфликтное общество. Позвольте спросить, как случилось, что мир полон несправедливости и невежества? Давайте попробуем разобраться с этим дерьмом. Послушайте, если вы спросите любого человека, считает ли он себя образованным, умным, порядочным, добрым, и наверняка услышите «да». Да и еще раз «да». Но что на самом деле? Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! У большинства в голове атеистические представления об окружающем мире. Общество плоской Земли. Его участники уверены, что наша планета – это диск. Ложные паттерны в головах искажают картину реальности и приводят к конфликтному развитию цивилизации и антагонизму с природой. Огонь потребления, в котором сгорает человек, заботливо поддерживается системой, греющейся возле этого огня. Традиции, ценности, навязываемый из зомбоящика кринж. Это куча барахла, которая достала. Иметь свое мнение по тому или иному вопросу – роскошь, которую могут себе позволить далеко не все. Нет, не все. Нужно много сопоставлять и анализировать информацию из разных источников и областей знания. Собственное мнение – серьезный интеллектуальный труд. Большинство получает готовые идиомы из медиа и, присвоив чужие конструкты, думает, что оно так и думает. У этого явления есть название – криптомнезия. Термин криптомнезия был введен профессором психологии Теодором Флурнуа для объяснения происхождения идей, которые люди часто считали оригинальными, в то время как на самом деле эти идеи были основаны на чем-либо ранее прочитанном, увиденном или услышанном. Основным принципом построения гармоничной системы является принцип единства мер. Единство измерений – это состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных величинах, значения которых равны эталонам и обязательны для всех. Этот принцип справедлив и для социальной инженерии. Но по каким эталонам построен грёбаный человеческий социум? Олды сообщат вам, отсчет уважительного отношения начинается с самых слабых – детей, стариков. Я вас спрошу, вы спятили? На вашей линейке отсчет начинается с 20 сантиметров? Сборище кретинов. Попробуйте с такой линейкой, где нет пары первых дециметров, построить дом или спроектировать авиалайнер. Хотите совершить полет? Но, разумеется, не хотите. Отсчет социальных практик идет от положения дел с пораженными в праве на жизнь и защиту животных. Это и есть ноль на нашей воображаемой линейке. Если социум допускает дискриминацию кого-то одного, вида или социальной группы, то эта дискриминация будет проявляться везде и во всем. Точка отсчета – незащищенные законами или пораженные в правах. Точка сингулярности – лишенные права на жизнь наших соседей по планете. Это и есть нулевой километр на реальной шкале ценностей. ДНК, взятая из волос, крови или кожи, неизменно одна и та же молекула. Так и социально приемлемая дискриминация, подобно ДНК, проявляет себя не только по отношению к животным,
проникая во все сферы человеческой жизни. Как работает комплементарная связка? Превосходство? Дискриминация? Старшеклассник третирует салагу, старослужащий первогодку, начальник подчиненного, политики дискриминируют социальные группы, корпорации, страны и континенты. Для каждой последующей ступени иерархии предшествующий расходный материал. Но к традиции дискриминации бесправных и антропоцентризму автоматически прилагаются преступность, социальные пороки и войны. Связь существует, прямая связь. Социальный деструктив вследствие того, что человек имеет монополию на легальное насилие. Нельзя построить счастье, вытерев ноги о чужую жизнь. Если вы дискриминируете кого-то, обязательно найдется тот, кто будет дискриминировать вас. Поражайте кого-то в правах и будете поражены сами. Неизбежно. Что предпринимают аффилированные группы? Рассеивание и подавление коллективной деятельности в области биоэтики, просвещения, прав человека. Отодвигают дискомфортные темы. Рутинизируют жестокость, внедряя в обыденность. Не допускают к выборам молодое поколение. Якобы в 16 лет человек ничего не понимает. Конец тебе, Байден. А эти избиратели обладают связанным и упорядоченным мировосприятием. Лицемерие. Сказочки про козленка, зайчика и лисичку. Детство. А потом хрясь теленку по голове, хрясь пятачку ножом по горлу, хрясь расчленили бездыханные тела и засунули в ваши гребаные холодильники. Как вам такой подход к делу? Всем, кто в силу слабости интеллекта или душевной импотенции поддерживает это и не хочет видеть связи между колбасой и войной, маршрут таков. Катитесь нахер! Катитесь нахер телевизионные деятели дебилизации, политики, медицинские прохиндеи, клерикалы, ну и, конечно, те, кто зарабатывает миллиарды на этом, делая жизнь, очень интересной. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Так вот, глупость, невежество, лицемерие не отменяют законы физики и развития цивилизации. Накосячил – получи. Расплачиваться за ошибки, совершенные по умыслу, по незнанию или по желанию не знать, придется неминуемо. Это называется законом сохранения импульса. За подлость, глупость, трусость человек будет страдать. Критическое мышление. Эту мышцу нужно постоянно качать, чтобы она не атрофировалась. Существуют мощные когнитивные механизмы, подталкивающие нас верить в то, что мы хотим считать истиной. Окружающие нас люди, которых мы знаем и которым доверяем, ежеминутно хотят нам впарить протухшие правила жизни. Сейчас я думаю о своих друзьях и ровесниках. Пройдет время, и под давлением общей логики поведения острое чувство справедливости в их головах заменит конформизм. Быстрый ум сменит тупость и лень. Так происходит из поколения в поколение. Общество ничего не видит, потому что его держит в состоянии глубокого гипноза. Система массового образования – это система воспроизводства глупцов. Умный получается вопреки данной системе, а не благодаря ей. Умные в конфликте с миром. Для глупцов же мир прекрасен. Это ведь их мир. Большинство придерживается своих взглядов не потому, что находит их разумными, а потому, что эти убеждения дают им сообщество единомышленников, которые соглашаются с ними и подтверждают их правоту, будь то в сети или в реальной жизни. Человеку в толпе легче встать на чью-то сторону и демонизировать думающих иначе. Это экстаз коллективности. Вон насколько много. Не нами начато, не нами кончится. Мы делаем как надо, так как мы делаем, так надо делать. Все это репрезентация социального порядка и обозначение себя как члена большого сообщества, сопричастности к целому. Так ваши мозги превращаются в жидкое дерьмо. Человек, погруженный в заботы выживания, в целом не эмпатичен, потому что все его силы уходят на выживание.
отсутствие у граждан эмпатии и навыков логического мышления – целенаправленная практика государственных машин. Почему государству выгодны глупцы? Ответ лежит на поверхности. Глупый человек гораздо удобнее для власти. Верит любой чепухе из зомбоящика. Он не способен рискнуть собственным задом, когда по телеку рассказывают о его величии. В любой эпидемии есть нулевой пациент. Авиакатастрофе предшествуют ошибки пилотирования и поломки. У истоков любого пожара есть спичка, искра, канистра. Убийства, насилие, войны – это кричащий от боли и ужаса, захлебывающийся своей кровью теленок, ягненок, поросенок. Бойня порождает самоистребление человечества. Что за вопли? Это ломает и корежит упоротых трупоедов, зассавших услышать иную версию происходящего кринжа. Понятно? Они хотят продолжения ада на земле. Взрослые люди воспринимают исключительно те источники информации, которые сообщают то, что укладывается в существующую матрицу, заботливо сформированную системой. Принимаются сведения, подтверждающие уже сформированное мнение, и категорически отрицаются факты, противоречащие своим установкам. Таким образом, большинство людей живет в собственноручно сформированном информационном пузыре, лишь подкрепляя уже существующие паттерны. Жалкие пиздюки. Криптомнезия – это явление, когда чужие идеи, многократно подтвержденные из лояльных источников, кажутся своими. Именно на этом построена система. Государственные машины через пропаганду, образование, медицину и бесструктурные методы внедряют во внутренний мир индивидов выгодные системе, но не вам мотивации, установки и взгляды. Мужчина должен приносить мамонта, а женщина хранить очаг. Кто не служил в армии, тот не настоящий мужчина. Ребенка нужно воспитывать ремнем, только тогда из него вырастет что-то путное. Все бизнесмены воры, а простые рабочие люди честные. В основе страха расплаты за современное мировоззрение часто лежат установки, подчеркнутые из пословиц, поговорок и народных мудростей. Трус не играет в хоккей, все женщины меркантильные, а мужчинам им нужно только одно, нежели хорошо ничего и начинать. На все воля Божия и так далее. Такая позиция опустошает и демотивирует. А в результате нет никаких шансов на перемены к лучшему. Чем больше знаний о мире мы накапливаем, тем жизнеспособнее становимся. Именно это делает мир таким интересным. Позволяет увидеть красоту мироздания и просто стать более эрудированным. Однако сейчас безумие выстраивать мировоззрение вокруг идеологии и клерикальных бредней. Гуманизм и научное познание мира – императивы современного общества. Школьников не учат методам критического мышления. Иметь свое мнение даже как-то неприлично. Учитель – фигура авторитарная. В школе ученик – винтик. От него мало что зависит. Такой порядок вещей формирует в сознании юных индивидов уродливую картину мира. О да! Государственные машины в корыстных целях под видом образования, традиций, заботы о здоровье вложат вам в голову паттерны, выгодные государству, но не вам. Государство держится на недалеких, мракобесных и воинственных слоях населения. Вот зачем насаждается интеллектуальный примитивизм и прочая срань. Возможно, вам предстоит неприятное открытие, что вы лицемер, вы идиот или вас имеют в темную. Медицинский факт. Мозг у всех людей одинаков, однако пользуются им по-разному. Сейчас нам интересны персоны, не способные увидеть связь между направленным движением электронов и вращением ротора электродвигателя, гравитацией и падением предметов, радиацией и онкологией. Это ведь не про вас, вы-то понимаете, связь существует. Или не понимаете? Проведем умственный эксперимент, как это делал австрийский физик-теоретик Эрвин Шрёдингер. Нарисуем несколько утрированный сюжет. В неком доме 100 квартир, и в 99 из них бочки, ведра, канистры с бензином находятся повсюду. На кухне, в спальне, на балконе, везде полно бензина. И вот жильцы дома высокой культуры и быта чиркают спичками
Искрят проводкой и пускают искры из глаз путем мордобоя. А в одной квартире ГСМ нет. Но вот там считают это опасным. Держать дома легко воспламеняющиеся обстоятельства. При этом весь дом посмеивается над этой квартиркой. Это же так удобно и полезно осязать горючку всегда под рукой. Они просто идиоты, лишают себя радостей. А эти, что вразумляют о вероятности возгораний, не унимаются. Вот, 10 пожаров за прошедший месяц. Все из-за бензина и вашего нежелания признать, что связь канистр, спичек и пожаров существует. В ответ все 99 крутят пальцем у виска и злорадно смеются. Аргумент научной полемики примерно таков. Миллионы мух не могут ошибаться. Говно не может быть невкусным. Мол, наши предки и предки наших предков так делали, и все, зашибись. Вам-то понятно, что этот воображаемый ковчег будет полыхать постоянно? Или нет? Вы что, тупые? Дружно попрощались со своим чертовым рассудком? Слышны возражения, но врачи-то знают. Их же учили, что от недостатка колбасы в организме можно умереть. Это те персонажи, что курят за поликлиникой, бухают алкашку, держат в кабинетах иконы. Это они источник знаний о здоровом образе жизни? Совсем недавно эти же врачи рассказывали о смертельной опасности мастурбации. Глобальные ошибки человечества, которые не замечали врачи. Непридуманный факт. До обнародования опасности ионизирующих излучений многие обладатели красочных фосфорицирующих часов, детских игрушек, обоев с рисунком, например, из урановой смолки или солей радия, не видели связи этих элементов быта с болезнями и смертностью. И чистили зубы пастой с торием, что делало улыбку ослепительно красивой. Были и специальные бидоны с урановыми стержнями для получения радиоактивной, жутко полезной воды в домашних условиях. Это и подушки с радием для крепкого сна. Выпускали сигареты, обогащенные ураном, и шоколад с добавлением радия. Но была и побочка. Лучевая болезнь и высокий шанс скончаться от нее. Теперь-то понятно невероятная глупость человечества. Асбест. По данным Всемирной организации здравоохранения, 125 миллионов человек во всем мире подвергается воздействию асбеста. Из-за контакта с асбестовой пылью у человека развиваются заболевания дыхательной системы, рак желудка и яичников. Каждый год из-за заболеваний, вызываемых асбестом, умирает более 107 тысяч человек. Сейчас этот минерал запрещен в 63 странах из-за своей опасности. Этилированный бензин. Вещество использовалось десятилетиями, что вело к повреждению мозга, развитию хронических заболеваний и снижению IQ населения планеты примерно на 800 миллионов пунктов. Множество негативных эффектов от вещества до сих пор убивает по 600-900 тысяч человек ежегодно. Но знаете что? По-прежнему есть обстоятельства и традиции, которые, подобно асбесту, радиации, тетраэтилсвинцу, поражают и вызывают социальные болезни и болезни медицинские. Смертность прилагается бесплатно. Мясо. Все это бред. Если я не съем кусок мяса, у меня просто не будет сил. Это стандартная отговорка, которую можно услышать от людей. Наркоман тоже думает, что умрет, если не примет очередную дозу. 11 миллионов смертей в год во всем мире происходят из-за нездорового питания. Именно так произошло в 1950-х с корпоративным отрицанием связи между курением и раком легких. В данных случаях определенные группы смогли создать чувство идентичности вокруг предметов, которые не дают верующим никаких выгод, только причиняя вред. Сфабрикована ли ложь по циничному сговору корыстных людей или порождается нашим собственным эго и психическими травмами? Итоги будут трагическими. Как вы покупаетесь на такое дерьмо? Вы часто задумываетесь, когда говорите о каком-то мудаке? Вот скотина, глупый, баран, овца, курица, жестокое убийство, зверское, негодяй, свинья, мерзавец, козел, сукин кот. Таким образом, в сознании закрепляется идиома «так им и надо» животным, имея в виду эксплуатацию, жестокое обращение, ну и казнь. Да, это не оговорка, именно казнь.
Казнь – социально одобряемое убийство. Постоянный, монотонный процесс жестокости и лицемерия не может не влиять на жизнь общества. Мы думаем, что имеем дело с надежным авиалайнером, в котором есть навигация и ответственный командир воздушного судна. Но сейчас за штурвалом ущербная идея антропоцентризма. Завтра будет управлять концепция плоской Земли. Самый трудный шаг, достижение которого намного тяжелее, чем мог предположить каждый для себя. Чтобы сделать это, вы должны преодолеть закоренелые, пагубные тенденции и глубоко встроенные паттерны. Как должно изменить устои, чтобы остановить самоистребление. Признаться, что вы не только не думали раньше, но и противились обсуждению бесправия наших соседей по планете. Вы должны избавиться от предубеждений и, набравшись смелости, начать пользоваться своим умом, а не чужим. Выйти из этого лабиринта, задержаться у границы мироздания, не соскользнув в небытие. Это квест на выживание. Не дайте лицемерным, тупым старперам изгадить ваше будущее, вашу жизнь.